Сегодня решил записать видео о цистите. Цистит – это, наверное, одна из самых распространенных проблем среди женщин, но также она касается и мужчин. Наиболее частым вариантом цистита является бактериальный цистит, острый. Все о нем знают, это частые позывы к мочеиспусканию, это очень сильные дискомфортные ощущения во время мочеиспускания, боль над лобком, могут быть также примеси крови в моче, мутная моча, хлопья какие-то. В общем, к сожалению, многие женщины с этим явлением хотя бы раз в жизни встречались. Но также мы обсудим и цистит хронический, который называется интерстициальным. Этот цистит более интересен, в кавычках, потому что он, к сожалению, доставляет очень много хлопот. Многие врачи не знают о нем. И, естественно, пациенты страдают, потому что их лечат годами от рецидивов бактериального цистита, в то время как им нужно совершенно другое лечение. Еще я рассмотрю кратко состояние, которое называется нейрогенный мочевой пузырь или нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря. Начну с простого цистита. Острый бактериальный цистит – это просто воспаление мочевого пузыря, которое вызвано патогенной микрофлорой, вернее, условно патогенной микрофлорой, потому что наиболее частые возбудители – это кишечная палочка, протей и синегнойная палочка. Они могут преспокойно жить в промежности и чаще всего поражают женщин, так как у них короткий мочеиспускательный канал. Чаще всего возникает это дело не просто так само по себе, а либо после полового контакта, и называется тогда посткоитальный цистит или цистит медового месяца. Или это могут быть варианты, связанные с переохлаждением, сменой климата, какими-нибудь стрессовыми ситуациями для организма. И клиника очень характерна, симптомы очень яркие при остром цистите. И поэтому врачи могут сделать общий анализ мочи, посмотреть, что там действительно есть лейкоциты, и сразу же назначается, как правило, лечение даже без определения чувствительности микрофлоры к антибиотикам. На первом месте стоит применение монурала, это препарат фосфомицин. 3 грамма, пакетик выпивается на ночь, и, по идее, на следующий день женщина здорова. Если монурал недоступен, то можно взять обычный фурадонин по 100 мг 3 раза в день, нитрофурантанин – действующее вещество, и принимать в течение 5 дней. Можно также взять и обычный бисептол. Как правило, все хорошо заканчивается, но иногда у женщин случаются рецидивы. Рецидивы могут быть связаны с тем, что их слизистая мочевого пузыря ослаблена и не представляет собой достаточно хороший барьер для бактерий. В таких случаях, если уже происходят рецидивы, конечно, целесообразно искать более детально причину, то есть делается раздельно общий анализ мочи, который показывает состояние мочевого пузыря, и делается анализ мочи по Нечапаренко, для того, чтобы выяснить, нет ли проблем с почками, нет ли пиелонефрита. Обязательно обследуются почки, обязательно обследуется на УЗИ мочевой пузырь, для того, чтобы выявить, нет ли там каких-нибудь нарушений, например, камней в мочевом пузыре, или дивертикулов, или уретроцелей, или рефлюксов мочи в мочеточнике. То есть все то, что может приводить к рецидивирующим воспалительным бактериальным заболеваниям мочевого пузыря, исключается. Также надо исключить не только бактериальное поражение при рецидивирующем цистите, надо выяснить, нет ли там грибков или нет ли вирусного поражения. Но, как правило, такая диагностическая задача здесь довольно простая, все решается довольно, в общем-то, быстро. Если не выявляются, не высеваются никакие условно-патогенные бактерии, там кишечная палочка, как я уже сказал, и нету никаких данных про грибковые инфекции или еще какие-нибудь вирусные заболевания, то надо проверять обязательно на заболевания, которые передаются половым путем, потому что есть уретральный синдром, то есть уретрит, воспаление мочеиспускательного канала, которое может быть спутано с циститом. И поэтому, если люди ведут активную половую жизнь, не исключены какие-то левые контакты, то надо обязательно проверяться на заболевания, которые передаются половым путем. С этим циститом разобрались, все довольно просто, сложнее гораздо с интерстициальным циститом. Это хроническое заболевание, очень часто оно годами преследует в основном женщин, но бывает, к сожалению, и у мужчин. И это заболевание прежде всего характеризуется
сильными дискомфортными ощущениями над лобком, болью при мочеиспускании и частыми очень императивными позывами. Что значит императивными позывами к мочеиспусканию? Это значит, что возникает такой позыв, что с трудом человек может добежать до туалета. И часто этот императивный позыв не соответствует адекватности мочеиспускания. То есть выделяется там буквально несколько капель мочи, а позыв такой, будто переполненный мочевой пузырь. То есть у таких людей страдает способность мочевого пузыря к удерживанию мочи. И это довольно серьезное, очень бьющее по качеству жизни состояние. К сожалению, как я уже сказал, некоторые врачи просто не подозревают о его существовании и начинают лечить различными антибиотиками, какими-то уровоксолами и так далее и тому подобное. То есть ничего здесь не помогает. А помогает здесь знание того, от чего этот интерстициальный цистит возникает. То есть, во-первых, никогда при интерстициальном цистите нету признаков воспаления в моче. То есть, если сдается анализ мочи, общий, из мочевого пузыря, или анализ мочи по Нечапаренко, то там лейкоциты будут по нулям, никаких цилиндров, никаких там значительных клеток эпителия, практически очень мало бактерий. То есть, внешне абсолютно нормальные исследования, абсолютно нормальная картина при УЗИ, абсолютно нормальные анализы мочи, а человека, тем не менее, очень сильно беспокоит это состояние. А беспокоит оно потому, что по главной теории стенка слизистая мочевого пузыря становится проницаема для ионов калия, которые есть в моче. Накапливаясь в мочевом пузыре, ионы калия проникают в стенку мочевого пузыря и вызывают там сильное воспаление по типу аллергической реакции. Считайте это разновидностью аллергической реакции на калий. И часто очень провоцирует приступы интерстициального цистита пища, богатая калием. Это цитрусовый, это шоколад и это, как ни странно, алкоголь, кофе. А также может провоцировать, уже к калию не имеет отношения, курение. Также есть связь с горчицей, хреном, уксусом, то есть с любыми острыми веществами, которые могут выделяться с мочой и вызывать воспаление мочевого пузыря. Диагностировать интерстициальный цистит очень сложно. Как правило, это диагноз исключения. То есть нужно исключить все возможности бактериального цистита, нужно исключить, что это нейрогенный мочевой пузырь, естественно, нужно исключить аномалии мочеполовой системы, естественно, если это женщина, то должна она посетить гинеколога, чтобы проверить, все ли там в порядке, нет ли нарушений мочеполовой диафрагмы. Мужчины уролога должны посетить, потому что очень часто интерстициальный цистит путается с хроническим простатитом, бедного мужчину лечат всяческими массажами предстательной железы и другими неприятными процедурами, а ему ничего не помогает. А у него на самом деле интерстициальный цистит. Вот для того, чтобы все это исключить, надо все-таки немножечко уделить внимание, но одним из самых точных методов диагностики является цистоскопия. Цистоскопия – это прямой осмотр слизистой мочевого пузыря при помощи прибора, который называется цистоскоп. Он вводится в мочевой пузырь и наблюдается слизистая. Иногда можно заметить язвы на слизистой мочевого пузыря. Это язвы называются язвы Ханнера. Это четкий симптом, который позволяет поставить диагноз интерстициального цистита. Но эти язвы далеко не у всех есть, и поэтому приходится прибегать к биопсии. Биопсия – это забор кусочка ткани с последующим микроскопическим исследованием. Таким образом, можно уже дифференцировать интерстициальный цистит от других видов заболеваний мочеполовой системы. Лечение. Лечение, на первом месте, хочу сказать, что это заболевание неизлечимо. Такова правда жизни. Не надо тут на медицину пенять, это объективная реальность. Значит, все, что мы чем можем помочь, первое – это изменение стиля жизни. Это значит избегать тех продуктов, которые провоцируют возникновение интерстициального цистита. Это, как я уже сказал, цитрусовые, это шоколад, это алкоголь, это бросать надо курить. И, естественно, надо, в общем-то, перестать употреблять пищу, которая перченая, соленая, много содержит уксуса, горчицу, хрен. То есть вот эти вот вещи нужно полностью исключить из рациона. Второй пункт – это тренировка. Тренировка мочевого пузыря для того, чтобы он был способен дольше удерживать мочу. Здесь у нас на канале есть два ролика. Наталья Дмитриевна записала. Первое – это упражнение Кегеля, я дам ссылку. Второе – это способы, как справиться с недержанием мочи у женщин. Там описаны упражнения. Эти упражнения также могут помочь при
интерстициальном цистите. Если не помогает ничего, то надо обращаться к лекарствам. Существует специальное лекарство для лечения интерстициального цистита. Его суть в том, называется это лекарство пентасан полисульфат. Он похож на гепарин по своей структуре. Не путайте с тем пентасаном, который применяется в кардиологии. Так вот, пентасан полисульфат принимается в виде таблеток по 100 мг 3 раза в день. И он выделяется с мочой, обволакивает слизистую мочевого пузыря, делая ее неприступной для ионов калия. Все хорошо, но пентасан штука дорогая, фирменное название Элмирон. И действовать он начинает через 3-4 месяца. И к тому же он еще мало доступен, как я посмотрел, на просторах бывшего Советского Союза. Поэтому такое просто, наверное, ради академического интереса я о нем рассказываю. Больше практический интерес представляют инстилляции. Инстилляции в мочевой пузырь берется гепарин с лидокаином и с обычным бикарбонатом натрия довольно неплохо помогает. Тот же пентасан можно инстиллировать, то есть вводить в мочевой пузырь. И можно обычный димексид, который, в общем, на руб десяток его в любой аптеке. И димексид также там раз в несколько недель есть и инстилляции, которые держатся, вот, заливается димексид в мочевой пузырь, держится там 15 минут, потом выливается и вроде бы становится лучше. Кроме того, естественно, применяются препараты антигистаминные, такие как и при аллергии, и применяются нестероидные противовоспалительные средства для того, чтобы просто облегчить симптомы. Ну и, конечно, интерстициальный цистит надо дифференцировать с нервно-мышечной дисфункцией мочевого пузыря. Такое состояние, когда тоже очень частые позывы к мочеиспусканию, они могут быть, правда, безболезненные и могут быть вообще, никаких симптомов может не быть. Вообще, кроме частых позывов к мочеиспусканию. И у детей, кстати, тоже это может развиваться, в отличие от того, что интерстициальный цистит развивается только у взрослых. И вот при установке диагноза нейромышечная дисфункция, нейрогенный мочевой пузырь, помогают препараты, которые расслабляют мочевой пузырь, типа оксибутинина. Естественно, нарушения мочеиспускания не ограничиваются только этими 3 примерами, о которых я рассказал. Их миллионы, тысячи этих состояний, начиная от аденомы предстательной железы, рака мочевого пузыря, рака кишечника, который прорастает в мочевой пузырь, различных гинекологических состояний, типа нарушения работы тазовой диафрагмы и различных осложнений после родов. Но это все тема очень большая, и она такая вот в формате этого видео и не нужна. Спасибо большое вам за внимание. Всем отличного настроения и хорошего здоровья. До свидания. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.